Белорусский диктатор анонсирует встречу с Путиным, визит в Китай угрожает и лукавит. Как Словакия и Венгрия пытаются сохранить транзит газа через Украину. И как в России сгорел склад с запчастями к шахедам. Об этом мы поговорим с Михаилом Шейтельманом, политтехнологом из Киева. Михаил, рада вас видеть и спасибо, что вы с нами. Добрый вечер, Ольга. Приветствую всех. Избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Путиным. По его словам, этот шаг направлен на скорейшее прекращение войны России против Украины. Трамп подчеркнул, это одна из вещей, которую я хочу сделать сразу же. Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Нужно подождать, но мы должны положить конец этой войне. Это цитата. Верите ли вы, что Трамп действительно уклоняется от встречи с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине? Я не верю, что у них обоих есть планы встречаться друг с другом. Они хотят встретиться, но это другое дело. Президент Трамп, избранный президент Дональд Трамп, он готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить свой собственный план Трампа, который был подготовлен Китом Келлогом. И часть этого плана была опубликована в Твиттер или в других СМИ. Но Путин не готов обсуждать этот план Трампа. Путин хочет взять за отправную точку свой план, так называемый план, потому что это не совсем мирный план, а скорее ультиматумы по отношению к Украине. И у Путина есть список пожеланий России, например, вы должны вывести свои войска с половины Украины из ваших городов. Или эвакуировать ваши огромные города, или вычеркнуть ваши пожелания о НАТО из вашей Конституции, например. Или остановить санкции против России. И это очень длинный список, сократить нашу армию, например. Так что это две разные отправные точки, отправная точка Трампа и отправная точка Путина. И это не то, в чем компромисс реален. Это первое. Во-вторых, Трамп хочет этой встречи. Но поскольку он является одним из абсолютных мировых лидеров, абсолютным мировым лидером, а Путин всего лишь президент одной из стран, скажем так, одной из длинного списка других стран. А значит, отправной точкой для обсуждения должен стать стартовый план Трампа. В этом суть. Так что сейчас кажется невероятным, что есть почва для этой встречи. И, кстати, в Кремле спикер Путина, Песков, заявил, что они не видят сейчас никакой точки соприкосновения для этой встречи. Они готовы встретиться, но не видят точек соприкосновения, и найти эту общую почву очень сложно. Так что эта встреча требует большой подготовки со стороны команды Трампа, и особенно со стороны Кита Келлога, специального представителя Трампа по вопросам Украины и России. Михаил, да, как вы сказали, и как сообщило российское государственное агентство ТАСС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет реальной точки соприкосновения в ответ на вопрос о том, может ли встреча состояться до инаугурации Трампа или пока нет конкретики или условий для личных переговоров. Также о другой встрече, о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, он посетил Москву для встречи с президентом России террористом Владимиром Путиным, а президент Украины Владимир Зеленский отреагировал, заявив, что Россия платит за такие встречи суверенитетом или теневыми схемами. Зеленский отметил, что ни Фицо, ни Путин не раскрыли подробности своей встречи в Москве. Это связано с тем, что они просто не могут ничего сказать о том, о чем говорили на встрече. Вероятно, они боятся общественной реакции. Какова сейчас ключевая цель Фицо в отношениях с Россией, как вы думаете? Нет, они не боятся. Потому что Фицо, премьер-министр Словакии, победил на выборах с идеей быть близким другом России и продолжать вести бизнес с Россией в обычном режиме. Это были идеи Фицо. И он гордится встречей с Путиным. А сам он опубликовал в своих соцсетях какое-то селфи с Путиным. Я имею в виду Роберт Фицо.
Поэтому для Роберто Фицо встреча с великим лидером Путиным по-прежнему имеет большое значение. До полномасштабной войны между Украиной и Россией встреча с Путиным — это действительно было чем-то, что имеет престиж для небольших стран, таких как Словакия. И многие мировые лидеры малых стран использовали эти встречи, чтобы сказать: «Видите ли, я нахожусь в той же лиге, что и Путин». Я мог бы привести как раз известный пример премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который использовал в своей предвыборной кампании свои фотографии себя с Путиным. А девиз был таким: «Биньямин Нетаньяху — это первая лига». Это означало, что если Путин встречается с вами, значит, вы из первой лиги, и Путин тоже из первой лиги. Но Роберт Фицо не обратил внимания на то, что ситуация просто изменилась и изменилось геополитическое поле. И сейчас Путин не входит в число мировых лидеров, не является первой лигой. Теперь Путин. Как бы это сказать? Он скорее один из неудачников. Мировая лига проигравших. Не Всемирная лига стронгменов. А изгоев, а это хорошее слово, это изгои. Он из лиги изгоев, вместе с какой-нибудь Кубой, например, с лидерами. Или Никарагуа, или Экваториальной Гвинеей. Так как это список людей, которые встречаются с Путиным. А Россия, я слышал, что Зеленский сказал, что платит суверенитетом. Но на самом деле Россия платит деньги за эти встречи. Например, действительно, они платят деньги мировым лидерам за встречу с Путиным. Я имею в виду лидерам малых стран. Потому что они хотят, чтобы на картинке это выглядело как обычное дело. Эта встреча, как раз та встреча, которая была вчера, также имела некую конкретную цель. Не только ради имиджа или просто ради картинки. Но конкретная цель — обсудить поставки газа. Транзит российского природного газа в Словакию и в Европу. Как мы знаем, как всем известно, что поставки газа из России практически прекратились в Европу. Поставка прекратилась через трубопроводом и также в связи с другими мерами. Но единственный трубопровод, который работал, это был трубопровод, который идет через Украину и далее в Словакию в Европу. А с 1 января Украина останавливает этот трубопровод, потому что соглашение завершается, как раз завершается соглашение между Россией и Украиной. Украина не остановила это раньше, потому что европейские партнеры просили не приостанавливать это соглашение. Но сейчас нет никаких оснований продлевать это соглашение между Россией и Украиной. А Фицо хочет продлить. Он этого хочет. И он приехал в Россию, а потом вернулся. Он сказал: «Знаете, Путин сказал мне, что он готов продавать российский газ в Европу». И словацкий премьер в ответ ждал аплодисментов. «Вау, здорово, вы принесли нам отличную новость, Путин готов продавать свой газ в Европу». Но вся Западная Европа и большая часть Восточной Европы просто не готовы покупать дешевый российский газ или недешевый российский газ по политическим причинам. И только пара стран — Словакия, Венгрия и, может быть, Сербия, которая не входит в Евросоюз, готовы сейчас покупать российский газ. Поэтому он не услышал никаких аплодисментов по поводу своих новостей из Москвы. В понедельник перед зданием правительства Словакии в Братиславе прошла акция протеста в ответ на поездку премьер-министра Роберто Фицо в Москву, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, который является террористом, сообщает словацкое издание «Актуалиты». А что касается деталей, то акция протеста под названием «Хватит России» была организована общественным объединением «Мир Украине» в ответ на встречу Фицо с Путиным в Кремле. Организаторы заявили, что воскресная встреча премьер-министра Словакии и Путина укрепила российское влияние и продвигает сотрудничество с Россией в вопросе транзита газа, как вы сказали. На протесте толпа кричала «Предатель» на Фицо.
Там присутствовал бывший премьер-министр Эдуард Хегер, лидеры оппозиции, артисты и украинские беженцы. Как вы думаете, могут ли эти протесты на что-то повлиять или они ничего не изменят? Это простой протест в демократическом государстве. Словакия — абсолютно демократическое государство. А Роберт Фицо является демократически избранным лидером Словакии. И он не диктатор. Его только избрали в прошлом году, в 2022 или 2023 году. Так что у него есть оппозиция в своей стране. У него нет 100% поддержки в его стране. У него 50 с лишним процентов поддержки. Но это не только его партия. Его партия, насколько я помню, набрала где-то около 30 с лишним процентов на выборах. Но у него есть коалиция и так далее. Поэтому ему нужна вся демократическая процедура для всех его шагов. Так что он не очень свободен в своих движениях. Например, до сих пор Словакия помогает Украине в этой войне. В начале войны Словакия поставляла словацкое оружие, но с приходом Фицо Словакия перестала поставлять свое оружие, но Словакия используется как логистический центр для западного оружия, а западное оружие поставляется в сторону Украины через Словакию. И Словакия, так же как член ЕС, вносит свою долю во всю европейскую поддержку Украины. Так что Словакия является очень важным партнером Украины. Поэтому каждый раз, когда президент Зеленский говорит что-то о Фицо, он тоже говорит, но речь идет не о словацком народе, а только о Фицо, об одном человеке. Так что да, это демократическая процедура. И все эти протесты могли бы найти какой-то результат в словацком парламенте, например. И парламент Словакии может проголосовать за вопрос о финансовой помощи Украине или что-то в этом роде. Или за новый договор про газ. Я просто не знаю, кто именно владелец трубопроводов в Словакии, этих газопроводов. Поэтому я не могу сказать, он частный или государственный, или это частно-государственное партнерство. Поэтому я просто не могу сказать, кто должен подписать это новое соглашение с Россией. Есть ли у Фицо доверенное лицо, чтобы это подписать, или ему нужна, например, поддержка парламента? Так что да, этот протест может быть частью парламентской войны против нового соглашения о газе с Россией. Михаил, также белорусский диктатор Александр Лукашенко, анонсировал свою предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным и визит в Китай, так как у него проходило совещание по вопросам развития машиностроения в Беларуси, это стало известно Белте. Какова может быть цель визита, если говорить о Путине и России? А также, если говорить о Китае? Путин и Россия — это очень легко, потому что они встречаются раз в месяц, примерно раз в месяц у них есть встречи. Путин и Лукашенко были, знаете ли, двумя лидерами этой Лиги изгоев. Я имею в виду, если Путин является величайшим политическим изгоем в мире, мы могли бы сравнить это с иранским правительством. Так что Лукашенко — это маленький изгой, который является маленьким партнером большого изгоя Путина. Так что у них все общее. Они вместе начали эту войну, потому что полномасштабная война началась не только с территории России, но и с территории Беларуси. Так что Беларусь — участник этой войны. И до сих пор россияне используют территорию Беларуси для производства оружия, для производства снарядов. И они используют белорусские больницы для своих пострадавших. И еще много в чем ее используют. В Беларуси производят какую-то форму для российских подразделений, для российских воинских частей. Так что Лукашенко абсолютно точно партнер Путина в этой войне. Поэтому им действительно есть что обсудить каждый месяц. Что касается визита в Китай, то это совсем другая история. До войны, до начала полномасштабной войны, Беларусь была очень важным партнером Китая.
Очень важный партнер. Вероятно, это был самый близкий партнер Китая в Европе. Они использовали Белоруссию, белорусскую территорию, как логистический хаб для всех товаров, которые они поставляли в Европу по железной дороге, а не по морю. Потому что в Беларуси нет моря, они не имеют выхода к морю. Но железнодорожный путь в Европу пересекал всю Беларусь. А в Белоруссии китайская организация и китайское правительство. Они открыли крупнейший производственный центр, который называется Большой камень или что-то в этом роде. Это вокруг Минска. И у них были тысячи компаний, китайских компаний, которые производили свои товары для Европы. И они привезли туда сотни тысяч китайских рабочих. Так что Беларусь была огромным партнером. Сейчас Беларусь тоже важный партнер для Китая, но не такой большой. Из-за этих проблем войны. И эта логистика стала очень дорогой и очень сложной. Логистика через Белоруссию. Но все же сейчас китайское правительство использует белорусскую территорию как хаб китайских товаров и китайского производства в направлении Европейского Союза. Так что у них много деловых и экономических отношений. И я считаю, что Китай является вторым по величине партнером Беларуси после России. Михаил, также напомню, что 12 декабря в Пекине состоялась встреча бывшего президента России и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров российская делегация в очередной раз озвучила свои ультимативные требования к Украине. При этом Китай предоставляет платформу для их распространения, а также под видом пропаганды мира. Как вы думаете, в данной ситуации может ли Лукашенко что-то передать Си Цзиньпину что-то, например, от Путина? Нет, не похоже, потому что Лукашенко слишком маленькая фигура в политике. И я верю, что по очень важным вопросам Путин может сам прилететь к Си. А по менее важным вопросам он мог отправить своих сотрудников или просто позвонить Си или его помощникам. Нет, у Лукашенко есть своя программа, и у него есть свой, знаете ли, свой интерес к Китаю. Они скорее конкуренты в отношении Китая, я имею в виду Путина и Лукашенко, которые являются партнерами в этой войне против Украины. Но они конкуренты касательно Китая, потому что Китай может выбрать производить товары на территории России или производить товары на территории Беларуси, или выбрать отправку товаров в Европу через российские порты, или по белорусским железным дорогам. Так что они конкуренты, в данном случае экономические конкуренты. Михаил, мы услышали интересную вещь от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он заявил, что иногда резкая критика канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского не обоснована. Рютте считает, что то, что Шольц сделал для Украины, впечатляет, и он сказал: «Я часто говорил Зеленскому, что он должен перестать критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым», сказал Рютте в интервью немецкому информационному агентству DPA, выдержки из которого приводит Шпигель. Согласны ли вы с этими мыслями о Шольце? Да, я согласен с Рютте. Потому что это очень гипотетическое сравнение. Но давайте гипотетически сравним две разные ситуации. 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. В реальности у нас был Шольц как канцлер Германии. Но теоретически, если бы у нас была Ангела Меркель в качестве канцлера Германии, получили мы бы больше или меньше помощи? Я считаю, мы бы получили меньше помощи.
Я считаю, что Ангела Меркель за все время своего пребывания на посту канцлера помогала Украине меньше, чем Шольц. Так что, очевидно, они много сделали, и мы также очень сомневались в отношении Германии, когда война только началась. Мы сомневались, поддержит ли Германия помощь Украине, поддержит ли Германия санкции против России, потому что Германия потеряла больше любой другой страны мира. С экономической точки зрения Германия очень сильно потеряла от этих санкций. После России, я имею в виду, Россия потеряла больше любой другой страны. Но явно на втором месте Германия, которая после этих санкций прекратила многие деловые отношения с Россией. И многое в цепочке поставок изменилось. И много энергетических ресурсов не идет в Германию из России. Так что Германия сейчас действительно самый близкий друг и ближайший союзник Украины вместе с США, Великобританией, Скандинавией и так далее. Но без поддержки Германии мы не смогли бы получить поддержку Европейского Союза. Очевидно, что Германия и Франция — это два лидера Евросоюза. И Германия, и Франция, и Италия тоже начали и поддерживают процесс вступления Украины в Евросоюз. Это в том числе и благодаря Шольцу. И еще я не верю, что это просто критика со стороны Зеленского. Я считаю, что эта критика является частью работы Зеленского. Она состоит в том, чтобы критиковать западных лидеров за недостаточную поддержку и за недостаточный запас оружия, например. Да, это часть его работы, это часть его тактики и стратегии. И это как-то работает. А вот на последней встрече в Киеве мы видели Шольца и Зеленского на общей пресс-конференции. И я верю, что они друзья. Как два человека, они очень хорошо понимают друг друга. Они понимают, например, Зеленский понимает, что это работа Шольца не поставлять нам Таурус. А Шольц понимает, что это работа Зеленского снова и снова просить Таурус. Но я видел, эта пресс-конференция была с очень, очень добрым настроением дружбы не только между Зеленским и Шольцом, но и между украинским и немецким народами. Михаил, действительно, как вы сказали, Шольц отверг идею передачи Таурус Украине, так как считает это ошибкой. Но мы запускаем наши беспилотники и ракеты, и мы видим огромные взрывы на территории России. Военная и оборонная разведка Украины сообщила, что в российской особой экономической зоне Алабуга сгорел склад с запчастями к шахедам, которые российские военные использовали для атак на Украину. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В своем телеграмме, цитата, «Там было 65 фюзеляжей ударных беспилотников, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные камеры. Что касается производства 136 штук шахедов, то здесь все сгорело. Какими будут последствия, на ваш взгляд?» Если говорить не только об этой ситуации, об этих огромных взрывах, но и вообще. Вы знаете, весь этот огромный взрыв — это всего около 400 шахедов, 400 единиц российских иранских беспилотников. А производят они в среднем 100 в день. Это было производство за 4 дня, всего 4 дня. Это не значит, что, мол, мы спасли наши спецподразделения. Мы спасли несколько десятков жизней украинцев, которые, гипотетически, могли быть убиты этими дронами. Но это не меняет хода ведения войны, который у нас есть. Я считаю, что последние украинские атаки на российские города и российские нефтеперерабатывающие заводы еще больше изменили способ ведения войны, потому что только в прошлые выходные у нас было более 5 или 6 различных атак на очень важные точки на территории России.
Это был самый большой нефтеперерабатывающий завод в регионе, в приграничной с Украиной области, в Ростове. И этот нефтеперерабатывающий завод просто перестал работать, абсолютно перестал работать. И именно этот нефтеперерабатывающий завод снабжал российскую армию и российские танки. Так что сейчас у них долгая логистика, потому что они должны снабжать их с далеких НПЗ. Еще один взрыв произошел на химическом производстве, где также производились некоторые детали для российских ракет. Это также был огромный взрыв. И я могу и далее называть еще и еще. И я считаю, что Украина сейчас, скажем так, сбалансировала эту войну дронов. Россия отправляет в сторону Украины около 100 дронов в день. Но Украина также отправляет в сторону России около 100 беспилотников в день. Так что сейчас мы сбалансированы в этой войне, что является очень важным фактором. Михаил, как всегда, спасибо за этот разговор. Это было очень интересно. Майкл Шейтельман, политтехнолог. Ваша собака лает. Соглашается с нами. Сегодня с нами был Михаил Шейтельман, политтехнолог из Киева. Желаем нашим слушателям всего наилучшего и до встречи с вами.